В октябре на цифровые прилавки поступит сессионный шутер Back 4 Blood от студии Turtle Rock, в составе которой работают граждане, ответственные за Left 4 Dead. Сейчас всем желающим доступно открытое бета-тестирование игрушки, и я, будучи большим поклонником L4D, рванул туда вместе с друзьями, чтобы заценить, что нового смогли придумать девелоперы в вопросе многопользовательской борьбы с зомби. ОБТ исключает возможность однозначной оценки. На любые гримасы разработчики могут ответить, мол, мы в курсе и к релизу все поправим. Поэтому в этом видео я отрину любые претензии на объективность и просто расскажу о личных ощущениях по поводу того куска игры, что сейчас доступен. От щедроты отсыплю парочку аргументов, но ты учитывай, что все сказанное в видео — это всего лишь взгляд через одну единственную оптику, без попыток посмотреть сбоку. На этом заканчиваем прелюдию. Хватай верного бельгийца и погнали мочить зомби. И да, если тебе думалось, когда же будет сигнал поставить лось и ткнуть подписку, вот это он и есть. Не подведи. Первую вылазку в открытый бета-тест мы совершили с олдами еще в минувшую пятницу. Я хотел это дело застримить, но Back 4 Blood роняла мне ЦП и напрочь отказывалась демонстрировать что-либо, кроме слайд-шоу. Че, ты все умер? Нет, меня фриз до сих пор. Туда попасть. Хорошая игра. Жесть. На следующий день Бетка была более сговорчива и милостиво разрешила не только пройти кампанию без лютых фризов, но и даже назаписывать футажей. Сразу сознаюсь, что скепсис по поводу B4B у меня возник еще на стадии трейлера. Я до зубовного скрежета люблю Left 4 Dead, и даже спустя десятилетия после релиза второй части мне она кажется идеальной кооперативной сессионкой. Ей определенно не хватает новых карт, но в чем она точно не нуждается, так это в сменщике на другом движке и с более современной картинкой. Соответственно, Back 4 Blood должна была предложить что-то сверхпроверенного геймплея. Картинка в трейлере не то чтобы способствовала религиозному экстазу, а движение и огнестрельная боевка вызывали сомнения из-за своей реализации. Первые же минуты единственной доступной кампании развеяли сомнения. Мувмент плавный, персонаж хорошо чувствуется, прыжки с подтягиванием отлично реализованы, все как надо. Ганплей тоже сделан более чем добротно. Пушки отличаются не только скорострельностью, объемом магазина и скоростью перезарядки, но и ощущениями отдачи. В B4B приятно стрелять, интересно пробовать разные стволы и комбинации вооружения, а дополнительный обвес дает пространство под эксперименты и подбор идеального билда. То есть бегается и стреляется здесь даже круче, чем в Left 4 Dead 2. После кампании в Back 4 Blood я зашел в старушку от Valve и должен признать, что там ганплей гораздо примитивнее. 11 лет прошло как-никак. Вместо простой менюшки тебя сразу швыряют в лагерь. Это удобно. Можно оценить мувсет, чекнуть все пушки, а также рукопашное и метательное оружие. Тут же можно потратить заработанные очки на покупку новых карточек и настроить кампанию, да и вообще военный лагерь очень благотворно влияет на атмосферу масштабного противостояния с зараженными каннибалами. Новых персонажей я сразу полюбил, и это стало большим сюрпризом. После сотен часов, наигранных в Left 4 Dead, кажется, что уже никто не сможет заменить таких родных Зоуи, Фрэнсиса и Рошель. Однако, только зайдя в игру, я сразу понял, что буду играть за мать, да и Холли выглядит весьма колоритно. Оставшихся двух перцев я не запомнил по именам и даже проверять не буду, как их там величают, но должен отметить, что у всех героев отличная озвучка. Войсовер-актеры действительно постарались, так что все реплики звучат приятно, а порой и забавно. Возможно, в рамках жанра это покажется не слишком важной деталью, но всегда кайфово, когда персонажи с первых же секунд располагают к себе. Среди плюсов стоит отметить большой ассортимент оружия. В Back 4 Blood уйма пистолетов, дробовиков, снайперок, пистолетов-пулеметов, штурмовых винтовок и ручных пулеметов, так что каждый найдет себе пушку по сердцу. Лично меня особенно порадовала Range Rifle, у которой вроде темп стрельбы гораздо ниже, чем у М16, но и не такой низкий, как у снайперских винтовок. А вкупе с дополнительным обвесом на приклад, ствол, магазин и прицел мы получаем неплохой комплект потенциальных билдов. Самое заметное нововведение по сравнению с Left 4 Dead — это карточки. Ты зарабатываешь в ходе прохождения кампании очки и тратишь их на новые перки. Там плюс 10 к емкости магазина, восстановление хп через убийство зомби при критическом уровне здоровья, сопротивление урону и так далее.
Из этих карточек можно составлять наборы, и на каждом сегменте кампании тебе выдают по одному перку. Зомби, кстати, тоже получают так называемые карточки помех, меняющиеся от уровня к уровню. Где-то андедам дают буст скорости, на других этапах на левел опускается густой туман, затрудняющий видимость. Короче, приятный бонус к привычному геймплею. С карточками есть одна фишка, которая с одной стороны прикольная, а с другой немного разочаровывающая. Это система комбо. Если поочередно выбрать два грамотных перка, то можно получить реально крутую обилку. Например, одна карточка заменяет рукопашную атаку, отталкивающую зомби, на удар ножом, который ваншотит обычных ходячих мертвецов. А следующая карточка регенит здоровье при убийстве мертвяка ножом. Вместе они дают вампирик-эффект, который не только делает прочее рукопашное оружие бесполезным, но и ощутимо влияет на баланс. На этом тащим-то плюсы Back 4 Blood и заканчиваются. В бетке разрабы из Turtle Rock наглядно продемонстрировали, что креативных новых идей у них нет. Фактически, девелоперы скрупулезно воссоздали геймплей Left 4 Dead на новом движке. Компании получили больше этапов, локации увеличились в размерах, ростер оружия тоже пополнился, но по итогу это Left 4 Dead 3, которую никто не просил. Не в том плане, что игрушке от Valve не нужна свежая кровь, апдейты и косметические подтяжки, а в том, что Back 4 Blood не выглядит ультимативной заменой. Те же яйца только в профиль, да еще и за 2000 рублей, заработанных кровью, слезами и потом. Впрочем, давай поподробнее. Вот возьмем особых зараженных. Глядя на тех, что показали в бете, складывается впечатление креативного коллапса. Здесь те же танк, толстяк и громила, что и в Left 4 Dead. Да, Turtle Rock списывали не точь-в-точь, а сделали финт. Тот же местный громила, в зависимости от мутации, может тебя сцапать и держать своей рукой, пока товарищи не прибегут на выручку, а может выхватить одного из четверки и ахнуть эмодзиями, раскидывая всех персонажей. Поскольку мутации никак не проявляются внешне, то сходу сказать, как именно будет атаковать особый зараженный, невозможно. Или Блоутер. Смесь старых знакомых толстяка и плевальщицы. Он не просто заблевывает лицо кислотой, затрудняя видимость, но и наносит серьезный урон, в том числе при взрыве. Это все, до чего мальчишки и девчонки смогли додуматься за 11 лет? Well. Особенно расстроила акцентуация мутантов, вернее ее почти полное отсутствие. Особые зараженные выдают себя уникальными звуками, но вот разглядеть их на фоне толпы зомби не всегда удается, если это, конечно, не что-то огромное. В Back 4 Blood хватает темных участков, и там все зомби на одно лицо, уж простите за некрорасизм. Да, кстати, о темноте. Фонарик пакс такая включается автоматически, а не когда мне приспичит, и это тоже подбешивает. Про танка вообще молчу. Местный огр впечатляет только размерами, а размер, как ты понимаешь, это еще далеко не все. На нормальном уровне сложности он просто появляется из-под земли, размахивает руками, швыряет камни, наносит какой-то там урон, теряет половину здоровья и уползает, чтобы появиться вновь на другом участке левла. То ли дело танк в L4D. Еще до того, как он объявился, играет настораживающий музон. Сразу понимаешь. Будет больно. Этот мужик не выделяется размерами, но он никуда не уходит. Либо вы с корешами его загасите, либо он отправит вашу пачку на заслуженный респаун. И да, даже на среднем уровне сложности эта сволочь не просто наносит урон, а выключает тебя из игры, если уж доберется. Совершенно другие ощущения. Из запоминающихся монстров был разве что один мутант, пригвождающий твоего героя к земле. Освободить может только товарищ с помощью рукопашной атаки. Лично мне совершенно не понравилась КСовская возможность закупаться перед выходом из убежища. На мой взгляд, этот элемент серьезно бьет по атмосфере выживания во враждебной среде. Если в Left 4 Dead ты юзаешь то, что нашел по дороге и не привередничаешь, то здесь вместо превозмогания и терпения ты уютненько настраиваешь, как тебе удобнее. Кооперативное взаимодействие девелоперы увеличили, но как-то странно. По уровням раскиданы патроны, которые можно забрать себе вне зависимости от того, из чего стреляешь. Зато потом, когда у напарника кончился боезапас, ты к нему подбегаешь и такой: «Смотри, Серег, как я могу!» И хоба! Кладешь прямо перед ним 500 патронов для пулемета. Круто? Круто. Но отчего Turtle Rock не пошли дальше и не сделали то же самое с обвесом? Если тебя по невнимательности угораздило поставить оптический прицел на любимый дробовик, то все, пиши пропало. Снять эту гадость с избранной пушки уже нельзя. Опять-таки, если бы весь обвес ты рандомно находил на карте, а не закупал,
и мог бы снимать и передавать дальше, то получались бы классные ситуации с взаимодействием. Мне вот для дробовика лазерный прицел не нужен, а моему товарищу Серхио на РПК как раз пригодился бы. Но, увы и ах. И главная претензия, помимо общего ощущения вторичности, это отсутствие челленджа. Не в том плане, что в игре невозможно помереть или она слишком легкая, это-то ладно. Но нет ощущения регулярно подкидываемых препятствий, когда тебе нужно приложить усилия и грамотно взаимодействовать, чтобы пройти уровень. В Left 4 Dead есть знаменитый режиссер, который постоянно что-то меняет. Каждое прохождение отличается от предыдущего по расстановке вооружения и хилок, а также по количеству и, скажем так, качеству зомби. Здесь на тебя прыгнула комбо из Жакея с Громилой, а потом внезапно обрушилась Орда, а в другой раз тишина. Типы особых зараженных и волны зомби идеально спаяны с левел-дизайном. Каждая локация рассчитана так, чтобы стать смертельной ловушкой для четверки выживших, не говоря уже о дополнительных условиях, которые необходимо выполнить, чтобы выбраться. В Back 4 Blood этот момент совершенно не чувствуется. Орды зомби нападают по скрипту, когда активируется ключевой элемент, и игра честно об этом предупреждает. Каких-то хитрых режиссерских комбинаций я не заметил, поэтому и ярких ощущений после B4B не осталось. И да, я понимаю, что это всего лишь бетка, но чем-то же Turtle Rock должны меня зацепить, чтобы через пару месяцев я раскошелился на новый тайтл, вместо того, чтобы снова проходить с олдами No Mercy. Был один потенциально интересный момент, когда кто-то должен был остаться с пулеметом, пока другие устанавливают бомбы на корабле. Но реализация его настолько никакущая, что я так и не понял, что девелоперы хотели тут намутить. А в финале натурально произошел троллинг. Мы с Серхио выбежали из убежища и налетели на гаубицу. Она жуть как неудобно заряжается. Требуется найти снаряд, полчаса его вставлять, пальнуть в бетонные ворота, еще полчаса вытаскивать пустую гильзу и затем совать новый патрон. И так 5 раз. Скорее всего, в этот момент нас должны были осаждать орды зомби вместе с легионом мутантов, требуя максимально задействовать скилл командной работы. Но что-то пошло не так, и на всей арене не набралось ни одного полувялого зомбаря. Так что мы с Серхио просто по очереди заряжали гаубицу, разбили ворота и посмотрели кат-сцену. Зашкаливающую эпичность момента нарушал лишь смех моего друга. Вот это вылазка, вот это, я понимаю, вылазка была. Если суммировать впечатление до какого-то конкретного мнения, то мне скорее не понравилось. Приятные персонажи, приятный ганплей, старое доброе ультранасилие, парочка новых плюшек, то есть в общем и целом Back 4 Blood, норм. Тем более разработчики обещают на релизе выправить баланс, исправить баги, решить вопрос с неснимаемым обвесом, плюс поддерживать проект долгие годы новыми патчами, фишками и картами. Звучит совсем неплохо. Но увиденное меня пока совсем не убеждает. Я, пожалуй, продолжу выполнять челлендж пройти каждую карту в Left 4 Dead 2 с олдами на эксперте, а Back 4 Blood возьму когда-нибудь в будущем году, скорее всего на распродаже. Еще раз подчеркну, что никого ни в чем не убеждаю. Тут лишь я и моя, возможно, кривая оптика, так что ты пропускай услышанное через фильтр собственных предпочтений. Пора возвращаться в лагерь. Тебе muchas gracias за то, что досмотрел ролик до конца, а в комментах расскажи, как по-твоему, сможет ли Back 4 Blood заменить старенький Left 4 Dead 2, или расстановка сил в кооперативном зомби-мочилове останется неизменной? Вместе с тобой уничтожал инфекцию по одной пуле за раз Большой Буковский, не давай зомбям себя кусать.